Ну что там еще такое? Недовольно пробурчал егерь, услышав выстрелы со стороны ближайшей сопки. Знал он, что для браконьеров всех мастей не существует времен года, одинаково они активны что зимой, что летом. Снега навалило в декабре с избытком, а значит для охотников самая горячая пора настала. Сезон открыт, и можно без опаски брать уж новые хищного зверя. Степан Макарыч, зная об уловках и приемах живодеров, старался уберечь лесных жителей от их посягательств. Если он видел на своем пути капкан или петлю на зайца, то непременно убирал бесчеловечные приспособления, стропы, разбирая их на малейшие детали. «Макарыч, но ты уж совсем нас без навара оставить хочешь. Зачем капканы убираешь? Вон в соседнем районе егерь, как егерь живет сам и дает жить другим», — говорил Ванька Бражников, известный в округе нарушитель спокойствия и главный браконьер. Действовал он очень умело, и поймать его никак не удавалось. Выстрелы раздались снова, правда теперь к ним добавился лай собак. Макарыч оставил в сторонку кормушку для хищных зверей, которую наполнял кусочками вяленой рыбы и мяса. Вот и изверги, не угомонятся, видимо, пока животинку какую-нибудь не изведут. В сердцах воскликнул егерь и в снегоступах пошел в направлении выстрелов. Для подстраховки Макарыч вызвал по рации участкового Артема и местного лесничего Виктора Даниловича. В таких случаях помощь никогда лишней не будет, тем более сам он явно не успевает. Пока дойдет, все браконьеры разбегутся. А в это время в лесу стремительно разворачивалась целая драма. Ванька Бражников с братьями Таликом и Федором, заручившись поддержкой кого-то из местной знати, устроили настоящие таежные сафари. У скованного льдом русла реки они подстрелили Сахатова. Этого живодерам оказалось мало. Им медведя бы загнать или волка, тогда бы и потешились, да кровушку по жилам разогнали, хищно ухмыляясь, твердил Ванька. Охотничьи псы вывели их к берлоге, обильно присыпанной снегом. В уютном теплом логове мирно спала медведица с 2 годовалыми медвежатами. Собаки лаяли как ошалелые, но медведи вовсе не спешили выходить из своего убежища. Когда живодеры применили дым, едкий и удушливый, пустив его прямиком в берлогу, бедные животные оказались в настоящем аду. Едва не со слезящимися глазами покинули полное дыма логово, как на них тут же обрушился шквал пуль из ружей всех калибров. Мать-медведица вышла первой и в любом другом случае намяла бы браконьерам бока, но, сраженная метким выстрелом, упала на утоптанный собаками снег. Медвежата укрывались в берлоге до последнего и выскочили из укрытия, когда дышать им уже было просто нечем. Медвежонка покрупнее подстрелили сразу, а вот его брату удалось скрыться в глуши вальяжного леса. Собаки мчались следом, а вокруг визжали пули. Выстрелы вскоре прекратились, и дозорный сообщил, что к месту охоты спешат на снегоходах участковые. Лесничий Ванька Бражников сразу подчинялся и взглянул на именитого гостя, для которого, собственно, и была организована охота. Молодой человек улыбнулся и одобряюще кивнул: «Браконьер, что здесь происходит? По какому праву вы палите без разбора направо и налево?» Суровыми нотками в голосе осведомился Артем. Участковым он работал не так давно, но уже успел зарекомендовать себя ответственным и принципиальным сотрудником. «А что случилось, лейтенант?» «Все по закону. Сейчас сезон открытой лося, мы взяли согласно установленному регламенту». «А что, зверь уже матерый, не первогодок», — ответил Ванька. Участковый поморщился, но все же продолжу. «Я вас не за лося спрашиваю, зачем медведицу с потомством из берлоги подняли? Мы тут ни при чем, они сами на нас бросились из берлоги своей, оголодали, видимо, вот и лютует», — невозмутимо возразил браконьер. «К чему тут цирк устраиваешь, Иван? Ты все прекрасно понимаешь и знаешь, что не прав». «Зачем же так нагло врать?» — возмущенно сказал Артем. В этот момент в разговор вмешался тот самый влиятельный незнакомец и лейтенант: «Ты чего раздухарился это? Или погоны жмут? Тебе же сказали, в чем дело, чего ты тут допрос с пристрастием устраиваешь, проблем, наверное, на свою голову ищешь».
будут они тебе, не сомневайся, надменным голосом произнес молодой человек, не спускавший с участкового глаз. Артем сразу узнал его. Это же Кирилл Сотников, сын прокурора области, большая шишка в нашем краю, с самим губернатором дружбу водит и надменно в разговоре общается. Участковый проигнорировал фразу и посмотрел в сторону. На его глазах навернулись следы от обиды и бессильной ярости. Знал ведь, что прав, а ничего поделать не мог. Лесничий разделял его мнение, ведь был он человеком таежным, и жизнь лесных обитателей для Данила Ч. имела особую ценность. Ну вот, так-то лучше, лейтенант, молоток, ситуация, разбираешься. Но нам отправляться надобно. Так что сам тут разберись, что к чему, а мне шашлычков с лосятины не терпится отведать, самодовольно ухмыляясь, произнес прокурорский сынок. И вся его компания, запрыгнув на снегоходы, укатила в сторону опушки леса. Вот такая, оказывается, неприятная сторона моей работы появилась, Виктор Данилович, горестно заметил участковый. Лесничий понимал его душевное состояние, но помочь ничем не мог, а уцелевших – жестокой расправе. Медвежонок, продираясь сквозь заросли можжевельника и заросли кустов боярышника, бежал сломя голову и вогнал животный в страх, охвативший его целиком. Еще недавно он мирно посапывал с мамой братца, а теперь в один миг лишился всего этого, став сиротой. Спешил косолап, а еще и потому, что свежую кровь с его ран на боку учуяли бродившие неподалеку волки. На взрослого медведя они бы не рискнули напасть, а вот, но малыша, запросто. Несчастный. Мишка, что называется, попал из огня да в полымя. Волки были голодны, и близость легкой добычи добавляла им сил и охотничьего азарта. Оскалив пасть, и серые хищники жаждали поскорее вцепиться зубами в этот упитанный комок шерсти, медвежонок бежал изо всех сил, понимая, что если остановится, то его мгновенно растерзают серые звери. Он уже слышал их повизгивание и хриплое дыхание за своей спиной. Мишка мчался так быстро, что даже не увидел идущего по тропу егеря. Макарыч очень удивился, увидев летящий на него бурый комок шерсти с высунутым от быстрого бега языком, за которым по пятам гналась свора голодных волков. Столкновения избежать не удалось, и, бросившись к старику, медвежонок ненароком сбил его с ног. «Ну ты чего это, малец, мамка твоя где?» — спросил Макарыч, обращаясь к медведю так, словно тот понимал каждое его слово. Волки, увидев человека, замерли как вкопанные. Знали они, что у людей всегда имеются при себе длинные палки, изрыгающие гром и молнию, вот и побоялись нападать на егеря. Вместо этого они растворились в лесной чаще, где вскоре взяли след зайца, радостно бросивший за ним в погоню. Теперь бурому беглецу можно было перевести дух. Медвежонку очень понравился его двуногий нежданный спаситель. От егеря приятно пахло вкусностями и какими-то травами. Запах вяленой рыбы вызвал у Мишки острое чувство голода. Степан Макарыч, присмотревшись к нему, все понял без лишних слов. От косолапого несло дымом за версту, и шерстка была испачкана кровью. Не иначе, как Ванька Бражников постарался, подумал егерь, сжав от возмущения кулаки. Понимал, что посреди зимы медвежонок теперь обречен на голодную смерть. И если летом у него оставались хоть и призрачные шансы на выживание, то сейчас ему абсолютно ни на что было рассчитывать. В общем, решил Макарыч забрать бедолагу с собой. Связался по рации с участковым Артемом. Тот ему все рассказал о медведице, убитом медвежонке и браконьерах. Макарыч все понял. Ничего не поделаешь, власть имущие людей-то не жалеют, а тут беззащитное зверье. По дороге к зимовью егерь подкармливал мальца мороженой рыбкой и кусочками сушеного мяса. Медвежонок уже воспрял духом и шел за стариком, как верный помощник. В его памяти еще стояли страшные картины утренней охоты, но все же великий закон жизни не дает времени на раздумье и промедление, которое, как известно, смерти подобно. В избушке егеря Мишке понравилось, там оказалось тепло и уютно, а еще он смог до отвала наесться перловой каши на молоке, сдобренной сливочным маслом.
Время шло, и Макарыч заботился о медвежонке, как о ребенке. Мало жил он одиноко. Супруга умерла давно, а единственная дочь Маша 10 лет назад укатила в город. От нее не было абсолютно никаких известий, и Макарычу оставалось лишь надеяться, что у нее все хорошо. Медвежонка он назвал Потапа, чем звучало прозвище величаво и уважительно подтверждая слова охотника о том, что медведь – это хозяин тайги. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.